Всем привет, это канал Anigame21. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Ваша поддержка очень важна для канала. Приятного просмотра, а мы приступаем к прочтению новой главы. Манга One Piece, 1084 глава под названием «Покушение на небесного дракона». На обложке почти все девушки One Piece отдыхают. На первой странице, внутри замка Пангея на святой земле Мариджоа. Кто вырубил стражу? Это Сабо, огненный император. Ты Сабо, правильно? Что? Джеверли Бонни? Я думаю, мы здесь за одним и тем же, так что давай опустим светскую беседу. Они ворвались в комнату стражи и украли ключи от ошейников. Я слышал, что у Куму-сана есть дочь. Я всегда пыталась следить за активностью революционной армии. Вот откуда. Я знаю, что вы достойны доверия. Я веряю вам. Ребята, доставить тело папы в безопасное место. Карасу. Да. Что за... Миссия выполнена. Передай ключи и скажи Морли, чтобы он отвез Куму и остальных обратно в штаб, как только они освободятся. Что насчет тебя, Саба? Я пойду за тобой, как только закончу здесь. Понял, будь осторожен. Каков твой следующий шаг, Бонни? Я плыву на яичную голову, чтобы узнать, есть ли у Викапанка способ вернуть рассудок папе. И если он не сможет... Вот они. Это странно. Я готов поклясться, что кого-то видел. Такое ощущение, что здесь меньше охранников, чем обычно. У нас не хватает людей, чтобы прочесать такую большую башню. Я у тебя в долгу. Разве ты не слышал? В этом можно винить сам знаешь кого. Что ты имеешь в виду? Они все ушли, потому что увидели это. Увидели что? Легендарную призрачную комнату. Ты идиот? Не пари чепухи. Спасибо. Яичная голова в новом мире. Мы движемся в другом направлении. Удачи тебе в твоем путешествии. Немного странно видеть, что такой радикальный революционер ведет себя так дружелюбно. Что ж, мы оба хотим спасти одного и того же человека. Да, присмотри за моим отцом. Король Кобра. Правитель Арабасты, о чем вы пришли поговорить? Возможно, мне следует начать с самого начала. Как вам известно, организация, известная как Мировое правительство, была основана 800 лет назад, когда 20 разных стран заключили союз. Все их семьи переехали на Мариджоа, чтобы жить в одном месте. Их называют небесными драконами. Они создали мировое господство и с тех самых пор правят этим миром. Между собой эти 20 правителей были равны, и это гарантировало то, что ни один из них не восстанет против остальных. Они установили пустой трон. Каждый из них вонзил свое оружие вокруг трона, что символизировало клятву никогда не пытаться его захватить. В то же время в их странах были выбраны новые королевские семьи, которыми основатели больше не могли руководить. Эти семьи все еще находятся у власти. Для более спокойного управления вся информация о предыдущих династиях была стерта. Также была удалена информация о происхождении каждого из основателей. Единственным исключением стала страна Арабаста, правителем которой в то время была королева Лили из дома Нефертари, в то время как ее имя было увековечено как одно из 20 основателей. Она не захотела становиться небесным драконом. Вместо этого она хотела вернуться в Арабасту, чтобы продолжить свое правление. Вот почему семья Нефертари продолжила выступать в качестве суверенов. Это также означает, что вокруг пустого трона было размещено только 19 орудий. Все так, как вы говорите. Но к чему именно вы клоните? Я просмотрел все древние тексты моего королевства, и насколько я могу судить, все источники, описывающие период после пустого столетия, имеют одну общую черту. Ее имя ни разу не упоминалось. Похоже, что королева так и не вернулась в Арабасту, и бремя правления страной легло на плечи ее младшего брата. У вас есть какие-нибудь записи о том, что с ней стало? Если говорить открыто, 800 лет назад это было очень давно.
Это правда, что из всех семей именно Нефертали отказались переехать сюда. Однако считалось, что после этого решение королева вернулась в свою страну. Мне жаль, но детали и сведения о ее мотивах и путешествии давно канули в лету. Мы просто не знаем. В таком случае, что означает инициал D? Почему вы спрашиваете? Дело в том, что есть коротенькое письмо, написанное королевой. И оно передавалось из поколения в поколение в нашей семье. Внешний двор, замок Пангея. Пожалуйста, остановись! Пожалуйста, умоляю тебя, мне больно. Кто-нибудь, помогите мне. Если она продолжит извиваться, не стесняйся быть грубым. Папочка, наконец-то я поймал себе гигантскую русалку. Отличная работа, Чарльз. Только не это, наша любимая принцесса Широхоши. Интересно, что она ест? Я буду возить тебя в город каждый божий день. И если ты не будешь слушаться, то не узнаешь ничего, кроме боли. Нет, пожалуйста, кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь, помогите мне. Это плохо. Ее отец с охраной все еще находится в башне собраний. Быстро, пока не стало еще хуже. Убегай. Это так бессердечно. Мы ничего не видели. Эй, русалка, ты только что сказала мне нет. Я не потерплю своеволия. Она незнакомка. Забудь о ней. В любом случае, она не собиралась соглашаться ни на одно из наших предложений руки и сердца. Прочь! С дороги, бесхребетные водоросли! Это же принц из королевства Рюгу! Не будь глупцом! Ты погубишь свою страну! Прости нас, Широхоши! Мы только на мгновение отвели свой взгляд. Давай отправимся домой и никогда не вернемся в это проклятое место. Старший брат, ты чертов небесный дракон. Покончи с этой мелкой рыбешкой. Мой непобедимый раб. Кума стреляет лазерным лучом. Братьев Широхоши. Шичибукай Бартоломею Кума поистине прискорбно видеть, как низко ты пал. Но мы не можем сейчас остановиться. Давайте сделаем это. Рюбаши, мамбаши. Да, вы потроши их, Кума. Кого волнует то, что они являются членами королевской семьи? Главный тот, кто платит. К тому же, это всего лишь рыба. Широхоши. Ребекка, это тот самый злодей, которого мы видели раньше. Принцесса Ребекка. Он самый ужасный. Эй, Миосгард, я могу его ударить, верно? Конечно, я возьму на себя ответственность. Но такой правитель, как вы, должны проявлять сдержанность, принц Фукабаши. Миосгард, ты ударил меня ранее. Да как ты посмел? Кума, убей его! Какая разница, Миосгард? Мы не можем просто сидеть сложа руки и позволять ему так обращаться с нашей младшей сестрой. Им будет проще сбежать, ведь у них нет страны, за которой им нужно будет отвечать. Они пираты. Тонтатта, секретная техника, Хасёкен. Сай. Лео. Господин Лео, господин Сай, не делайте этого. Он небесный дракон. Как там его звали? Хвостовой молот. Сверлящий драконий коготь. А, да, Чарльз. Чарльз, мы все обречены. Это должно было его убить. А мы все стали свидетелями этого. Они убили небесного дракона. Адмиралы наверняка скоро появятся. Перестань брыкаться, Кума-чан. Ты больше не должен подчиняться ничьим приказам. Все хорошо. Давай отправимся домой вместе. Что происходит? Как сюда попал этот великан? Морли, я взял ключи у Саба. Незваный гость. Что происходит? Это Морли. Что здесь делает капитан революционной армии? Оки-доки, давай спускаться к Арасу. Смотрите, как они убили моего мальчика. Им сама. Король Кобра все еще здесь. Кобра в ахуе. Им сама, собственной персоной. Уверенно сел на трон. Что же будет дальше? На этом все. Глава заканчивается, продолжение будет в следующем видео. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И еще услышимся. Всем пока.